Минувшей ночью Украина нанесла массированный удар по Москве и Московской области. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это самая масштабная атака за последние 2 года. Среди пораженных объектов Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня. Он совсем недавно, буквально на этой неделе, уже горел. А сейчас не просто горит. Там произошел взрыв, который аж поднял в небо часть конструкции. По всей видимости, верхнюю часть одной из емкостей топливохранилища. Удар по Москве имеет как большой символический, так и практический смысл. С одной стороны, ВСУ продемонстрировали способность прорвать противовоздушную оборону наиболее защищенного из всех городов России. С другой стороны, московский НПЗ – важный объект, который обеспечивает до половины всех потребностей Москвы в бензине и дизельном топливе. Он же поставляет горючее и для аэропортов Москвы. Поражение этого объекта будет иметь осязаемые последствия. И судя по тому пожару, который там сейчас бушует, вряд ли в ближайшее время он восстановится. Налет украинских беспилотников на время парализовал пассажирское авиасообщение в столице. В подмосковном Жуковском дрон влетел в жилую многоэтажку. По предварительным данным, пострадавших нет, но жильцов пришлось эвакуировать. Есть кадры, на которых украинский дрон сбивают над рынком Садовод, после чего он падает на крышу одного из павильонов. Мы более отчетливо, чем когда-либо видим, что возможности по дальнобойным ударам Украины принципиально возрастают. И это уже тенденция. Еще недавно до Москвы мало что долетало, а ущерб от единичных прорвавшихся дронов был незначительным. Теперь целый район Москвы превратился в Туапсе. Черным дымом от горящих нефтепродуктов заволокло небо. При этом Кремль продолжает выдвигать неадекватно максималистские требования, которые звучат так, будто российская армия вновь стоит у ворот Киева. И об этом важно поговорить. Потому что в общественном сознании укоренились неверные представления о том, что именно Путин требует от Украины, и насколько его претензии вообще адекватны сегодняшним реалиям. Перед тем, как начнем, напомню, в описании вы найдете ссылку на инструкции, как обойти российские блокировки интернета, а также наш рейтинг VPN-сервисов. Мы каждый день все это проверяем и актуализируем. В рейтинге есть и VPN Liberty, он стабильно в топе и занимает первые места. Сейчас там акция, вы можете 30 дней пользоваться сервисом бесплатно, без привязки карты. Почти незамеченными оказались 2 заявления Дмитрия Пескова, которые имеют значение для нынешней войны. Одно прозвучало еще в прошлом месяце, второе в этом. А незамеченными они остались потому, что они, если можно так выразиться, заявления с мелким шрифтом. Откроем публикацию РИА Новостей от 13 мая. Читаем заголовок и подзаголовок. В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса. Песков призвал Зеленского вывести войска из Донбасса ради мира. Тут вспомним. Под словом «Донбасс» в наши дни подразумевается совокупность Донецкой и Луганской областей в их административных границах. Из заголовка следует: Путин сократил свои территориальные претензии до оставшихся под контролем Украины 15-17% Донецкой области. Есть также микроплацдарм ВСУ в Луганской области. Менее 0,5% территории региона. Но факт его существования Кремль отрицает с апреля нынешнего года, о чем мы еще поговорим. При чтении новостей по заголовкам складывается впечатление, будто Путин требует отдать ему Донбасс, и только Донбасс. Такое представление о путинском целеполагании сейчас звучит из уст многих спикеров, в том числе и тех, кто достаточно внимателен и так-то любит обратиться даже к первоисточнику, разбираясь в ситуации, будь то Алексей Венедиктов или Александр Штефанов. Однако вернемся к майской публикации РИА Новостей. Там цитируется прямая речь Пескова. Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. Пресс-секретарь президента сделал 2 принципиальные оговорки. Во-первых, упомянул выступление Путина на коллегии МИДа в июне 24-го. Во-вторых, сказал через запятую: территория Донбасса – территория российских регионов, что сильно меняет смысл сказанного.
13 мая журналисты задали Дмитрию Пескову уточняющий вопрос. Ответ процитируем, опять же, из РИА Новостей. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. Входит ли в число этих регионов Запорожская и Херсонская области? Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел. Это самое заявление Владимира Путина можно не только перечитать, но и пересмотреть. 2 года назад, 14 июня 24-го, он сказал вот это. Условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. С июня позапрошлого года и по сей день территориальные требования Путина не только не были дезавуированы или как-то позабыты, но и регулярно переподтверждались. Однако многие из говорящих голов, и Песков тут явно не исключение, формулируют свои публичные заявления по-хитрому. Никто из них не говорит прямым текстом: «Мы требуем отдать нам целиком и Донбасс, и Запорожскую, и Херсонскую область тоже». Все постоянно произносят слово «Донбасс», а вот насчет 2 других регионов или используют какие-то абстрактные выражения, или отсылают к выступлению Путина 2-годичной давности. Причем никогда не цитируют напрямую, не напоминают, что именно говорил Путин 2 года назад. Именно что отсылают к тому выступлению. Мол, найдите сами и прочитайте стенограмму. Отдадим должное РИА Новостям. При совершенно манипулятивном заголовке они все-таки сообщили читателям об уточняющем вопросе от журналистов. Рассказали и об ответе Пескова. И даже в конце разъяснили, что скрывается за фразой «перечитайте заявление президента от 24 года». Однако так делает меньшинство новостных агентств. И даже не из какого-то злого умысла. Новостники существуют в постоянной гонке со временем и между собой, работают с непрерывными потоками событий и разборов не проводят. Пример тому публикация от вполне авторитетного Интерфакса. Ни единым словом она не дает понять читателю, что Путин требует Херсон и Запорожье. Новость на сайте создает ложное впечатление, будто единственная преграда между войной и миром – это вопрос принадлежности 17% Донбасса. Дмитрий Песков, как к нему не относись, в силу своей должности прекрасно понимает, как агрегаторы новостей работают. Если условием прекращения огня прямо назвать Донбасс, а остальные территории упомянуть завуалированно, в виде ссылки на путинское выступление 2-годичной давности, то большинство информагентств не полезут в первоисточник и растиражируют новость. Путин, мол, требует не так много. Всего-то небольшой кусок Донбасса, который в течение ближайших лет все равно захватят силой, если не отдать добровольно. Песков такой не один. Темнят и помощник Путина Юрий Ушаков, и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, чье интервью мы разбирали в феврале. Чуть больше позволяет себе Сергей Лавров, который использует словосочетание «Донбасс» и «Новороссия», но не уточняет, что именно понимается под словом «Новороссия», какие регионы и в каких границах. В этом месяце, 2 июня, Дмитрий Песков вновь выступил на тему условий прекращения огня, заявив, что войну можно закончить в тот же день, когда ВСУ покинут российские регионы. Если бы речь шла только о Донбассе, Песков использовал бы единственное число – российский регион, имея в виду Донецкую область. Ибо Луганская, по официальной версии, и так уже захвачена на все 100%, о чем неоднократно раструбили и Путин, и начальник Генштаба Герасимов, и недавно вдруг проснувшийся Шойгу. Впрочем, этот лингвистический разбор можно было и не проводить. Ведь Песков снова сослался на то же самое выступление Путина из 24 года, где требование сдать 4 области Путин проговорил «четче некуда». Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
Дальше подумаем, а зачем провластные спикеры вообще так делают? Зачем завуалированно подают территориальные претензии? Почему темнят? Но сначала небольшая реклама. Есть 4 довольно распространенных мифа о гражданстве Израиля, из-за которых те, кто мог бы его получить, этого не делают. Миф первый. Многие до сих пор считают, что репатриироваться в Израиль могут только евреи. И это не так. Дети и внуки евреев тоже имеют такое право. Если вы не можете найти доказательства о наличии у вас еврейских корней, обратитесь в ИКЦ. У них собственный архивный отдел, который найдет нужные вам документы даже на территориях других стран. Миф второй. Гражданство, мол, обязывает вас жить в Израиле. Вовсе нет. Можно путешествовать или переехать в другую страну. Израильский паспорт вам с этим только поможет, а забирать его никто не станет, таких прецедентов не было. Миф третий. Непременно придется служить в израильской армии. На самом деле это касается далеко не всех, и репатриантам, чтобы попасть в армию, нужно еще постараться. В общем, если не захотите служить, не придется, разве что отсрочку нужно будет оформить. С этим, кстати, ИКЦ тоже помогает. Вас проконсультируют именно по вашему случаю и скажут, что делать. Миф четвертый и самый вредный. Будто получение гражданства Израиля – это что-то на богатом. На деле же вы можете сами собрать все документы, сами прийти в консульство и пройти проверку. Просто пройдете вы ее, скорее всего, не с первого раза, а потом нужно будет ехать в Израиль и на месте пытаться сориентироваться, куда идти и как что заполнять. Как раз в таких ситуациях может очень выручить компания ИКЦ, которая сопровождает получение гражданства Израиля от и до. С ней вы и корни свои проверите, и консульскую проверку, если все подтвердится, пройдете за один заход. И даже в Израиле на получение паспорта вас сопроводят. В договоре, кстати, будут прописаны гарантии, что вы паспорт этот получите. Ссылку на компанию я оставил в описании. Репатриироваться в Израиль можно самостоятельно. Просто с ИКЦ это гораздо быстрее и проще. Спасибо, что смотрите рекламу, продолжаем. Зачем же провластные спикеры так делают? Почему завуалированно подают территориальные претензии и создают у аудитории ложное впечатление, будто дело тут только в Донбассе? Ну, причин тут может быть много. Первая, но не главная, такая. Это просто разводка по типу договора с микрошрифтом в конце. Предположим, фантастический сценарий. Украина решает без боя сдать свою наиболее укрепленную линию обороны, так называемый пояс крепостей. В Донецкой области это Дружковка, Славянск и Краматорск. А также последний клочок земли в Луганской области. Так вот, после этого ни мир, ни даже перемирие не наступит. Кремль заявит: читайте, мол, внимательно, что написано мелким текстом. Условием Путина были не 2 региона, а 4. И война продолжится, но пояс крепостей штурмовать, который российская армия могла бы еще несколько лет, достался бы ей в таком невероятном, конечно, случае за просто так. Если уж совсем углубиться, то к мелкому шрифту приложен еще более мелкий. Путин в случае передачи ему всех 4 регионов готов на неназванный период времени прекратить огонь и вступить в переговоры. Ну о чем? Так о других своих требованиях. О гарантиях невступления Украины в НАТО, о демилитаризации, денацификации и устранении первопричин конфликта. Причем демилитаризация, денацификация и первопричины – категории настолько неопределенные, что ничего не помешает Путину заявить через неделю: условия, мол, не выполняются, Украина саботирует мирный процесс, и потому войну я, дескать, вынужден возобновить. Возобновить уже имея у себя 4 украинских региона. Поэтому Дмитрий Песков 2 июня несколько слукавил. Он сказал про завершение войны в тот же день, когда Украина сдаст территории. Однако реальные путинские условия более точно отражают слова Юрия Ушакова. Если бы Зеленский принял решение о выводе войск, и потом мы проверили бы, что он войска вывел, то открываются, конечно, перспективы для урегулирования многих вопросов, в том числе и решения вопроса о прекращении боевых действий. Ушаков ничего не говорит о завершении войны. Он говорит буквально следующее: если Украина отдаст Путину 4 региона, тогда откроются перспективы для урегулирования других вопросов, к числу которых относятся НАТО, демилитаризация, денацификация и некие неназванные первопричины конфликта. Что-то подобное регулярно говорит и глава МИДа Сергей Лавров. Мол, территориальный вопрос, конечно, принципиальный, но далеко не единственный. Получается своего рода матрешка махинаций.
Если сдать Донецкую и Луганскую области, окажется, что нужно сдать еще и Херсонскую с Запорожской. Если же отдать и их, выяснится, что это не залог бессрочного перемирия, а лишь начало разговора о других путинских требованиях. А тогда уже в считанные дни выяснится, что условия Кремля, мол, не выполняются. Неназванные первопричины конфликта не исчезли, а значит, надо воевать дальше. Если это что-то и напоминает, то пресловутые приложения к контрактам, которые предлагают подписать российским студентам. Приемчики те же. В тексте написано, мол, мы обещаем направить тебя в войска беспилотных систем, управлять дронами. А потом следует всякое дополнение в скобках. Обещание, значит, при соблюдении только таких-то и таких-то абстрактных условий. Мы сами эти условия формулируем, и мы же сами определяем, насколько они выполняются. Но вернемся к основной теме. Зачем еще спикеры во власти постоянно акцентируют внимание именно на Донбассе? Почему так вот завуалированно на самом деле говорят о реальных требованиях? Для воздействия на общественное мнение внутри России и за ее пределами. Если бы Песков и другие говорили все прямым текстом, то неадекватность путинских претензий была бы совсем уж слишком очевидна. Из Херсона российскую армию выгнали, и сейчас у нее нет никаких возможностей форсировать Днепр и овладеть им снова. А в Запорожье армии России не было никогда. И штурм города с населением в 700 тысяч человек российские войска явно не потянут ни в ближайшее время, да и вообще, скорее всего, никогда. На порядок меньшие по населению города вооруженные силы России могут брать по году, а иногда и по нескольку лет. К тому же до Запорожья еще надо дойти, а с этим есть проблема. Войска все никак не пройдут ни Степногорск, ни Малую Токмачку. Напрямую выдвигать абсурдные претензии, открыто требовать то, что никак не сможешь захватить сам, значит явно демонстрировать свою неготовность вести конструктивный диалог в принципе. Значит заявлять, я, мол, никакого мира вообще не хочу, а хочу воевать до морковки на заговение. Другое дело создавать ощущение, будто Путину интересен лишь Донбасс. Будто последний камень преткновения – это 17% территории Донецкой области и 0,3% Луганской. По совокупной площади это плюс-минус как 3 Санкт-Петербурга. Такая картина мира порождает миф о финском варианте, при котором Украина может эвакуировать оставшееся население из Дружковки, Славянска и Краматорска, вывести оттуда войска и уступить ощутимую, но не критичную часть своей земли в обмен на мир, как это сделала Финляндия в отношении СССР. Причем опыт нынешней войны показывает, что одинокие пенсионеры будут массово отказываться от эвакуации, и их жизнеобеспечение станет головной болью не украинских, а уже российских властей. В рамках мифа о финском варианте даже у антивоенно настроенных спикеров проскальзывает идея. Так почему бы не умиротворить агрессора, отдав ему то, что он хочет? Ведь хочет он якобы совсем немногого. Хуже того, возникает идея, будто надо чуть-чуть надавить или продавить Украину. Ну сколько там километров-то от линии фронта до административных границ Донецкой области? 1,5 часа езды на машине максимум. Стоит ли, мол, из-за них так упираться? Управдом Бунша вон, недолго думая, был готов Кемскую волость отдать шведам. Так чё ж Зеленскому не уступить Краматорский район? Логика такая: если не получается принудить Путина к остановке войны по нынешним линиям фронта, то наиболее короткий путь к миру – это оказать давление на Зеленского. Ведь он типа может пойти на уступку, которая завершит кровопролитие. Такой нарратив – это отличный способ давления на союзников Украины и на общественное мнение в западных странах. Западные СМИ, надо сказать, не всегда готовы копаться в витиеватых формулировках на иностранном для них русском языке. Да и в целом они нередко демонстрируют слабое понимание российских реалий и происходящих в связи с войной процессов. Недавно вот писали о возможности военного переворота во главе с Шойгу. И не случайно именно западные медиа неплохо раскрутили ложное представление о том, будто Путин продолжает воевать исключительно ради окончательного захвата Донецкой и Луганской областей. Западный читатель, поверивший в такую концепцию, запросто может возмутиться. Если весь сыр-бор из-за нескольких донбасских городов, которые в обозримой перспективе могут стать дымящимися руинами, так почему бы их Путину просто не отдать? Так даже гуманней, города останутся целыми, войска останутся живы. Тогда к чему, мол, это упрямство Зеленского? Почему это упрямство должны оплачивать европейские налогоплательщики? Если войну, превысившую по длительности Первую мировую, можно так просто закончить, типа так, мол, и надо сделать, могут подумать они.
перестать потворствовать, значит, вот это, значит, как это говорится, потворствовать упрямому Зеленскому в его этом желании, вместо военной и материальной помощи начать на него давить. То же самое может подумать и всякий европейский политик. В идеале таким образом должны подумать и украинские граждане вообще. 3-миллионный Киев, миллионные Харьков, Одесса и Днепр, вся остальная Украина должны поверить, будто переживают ежедневные удары и массовые страдания зимой только из-за спора о территориальной принадлежности Краматорской агломерации с населением в 500 тысяч человек. И по задумке, явно, конечно, которая не может сработать, но все же по задумке этой, украинцы должны надавить на Зеленского изнутри, чтобы тот забрал вот этот вот насущный мир в обмен на сравнительно небольшую территорию. Тут можно только одно сказать. Всегда читайте мелкий шрифт. Ну а в данном случае слушайте формулировки, которые говорит Путин. Вариант сдать Путину Донбасс, чтобы закончить войну, не аморальный или моральный, не плохой или хороший. Он просто не существует в природе. Путин хочет не мира в обмен на что-то, а продолжение войны как таковой. И самое скверное, что по непонятной причине воевать ему, похоже, снова стало интересно. В первые месяцы этого года мы не раз подмечали, что Путин будто дистанцировался от боевых действий, пустил их на самотек и потерял былой азарт. Теперь же опять увлекся. Через день повторяет фразу о наступлении на всех участках фронта. Снова встречается с военнослужащими, а недавно, безо всяких на то причин, обмолвился о якобы успешном продвижении к Запорожью. Непонятно, что изменилось помимо погоды в Москве. Почему вдруг апатия сменилась воодушевлением? Фронт как стоял, так и стоит. Потери огромны. Z-блогеры в депрессняке. Но Путин рассуждает о новом качестве войны и через своих доверенных лиц повторяет требования 2-годичной давности. Правда, не с открытым забралом, а в формате гэбистских разводочек. Вдруг кто-нибудь обманется, а Путин тут даже и ни при чем. Но не надо обманываться. Всем очень хочется думать, будто у нынешней войны есть какие-то очерченные границы. Будто Путину спустя 4,5 года войны нужны несколько городков плюс окружающие их села. В таком случае в руках украинских властей была бы типа опция принять так называемое непростое решение. Уступить территории, где до войны жили 500 тысяч человек, чтобы мирное небо обрели десятки миллионов. В таком случае можно было бы сказать, все зависит от решения не только Путина, но и Зеленского. Если у войны есть цель, и она измеряется считанными городами и селами, можно себе представить и такую реальность, где сама Украина добровольно ничего не отдает, но российская армия довоевывает то, что ей приказано довоевать, а войска доходят до административной границы, после чего наступает мир. Люди предпочитают ужасный конец, чем ужас без конца. Однако необходимо понимать, у путинской войны нет никакой цели, которую можно было бы очертить на карте. Если сдать Путину Донбасс, он будет воевать за Запорожье и Херсон. Если сдать и их тоже, война вскоре продолжится во имя устранения неких первопричин войны. И на каждом витке Путин сможет сказать, что он именно об этом и говорил. Именно это и имел в виду. Мол, надо было внимательнее слушать. Такова специфика войны, где целью является сама война. Нельзя не сказать, что Путин отчасти воюет так же, как управляет Россией. Нам ли не знать, что такое путинская казуистика и что такое законы с резиновыми формулировками? Уголовные статьи, где написано, что нельзя делать первое, второе, третье и иным образом посягать на общественный порядок. А под слова «иным образом» можно подвести что угодно. Так же и с войной тут. Она, по мнению Путина, должна продолжаться, пока ему не отдадут один регион, второй регион, третий и иным образом не устранят первопричины войны. Что в переводе на русский означает «Путин собирается воевать, пока у него воюется». Не нужно обманываться. До завтра.